Канал «Доктор Здоровья». Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Я говорю как мужчина, который десятилетиями наблюдал судьбы других мужчин и семей. Сегодня расскажу не про чудо-таблетки, а про то, как правильно поддерживать мужскую силу, чтобы она не исчезала с годами. И почему женщины первыми замечают перемены. За годы практики я видел одну закономерность. Проблема начинается задолго до жалоб. Мужчина молчит, списывает все на усталость, а организм уже подает сигналы. Важно понимать, сила – это не только возраст, это режим, питание и простые привычки, о которых раньше знали наши деды. Первое правило, которое я всегда озвучивал – не лечить симптом, а создавать условия. Мужская сила напрямую связана с кровообращением и спокойной нервной системой. Поэтому начинать нужно не с аптек, а с утра стакан теплой воды и движения, даже если это 5 минут. Старые урологи учили: холод внизу – враг номер один. Переохлаждение таза разрушает мужскую уверенность незаметно. Народное средство простое. Вечерние теплые ванночки для ног с горстью соли и горчичного порошка. Делать курсами по 7 дней. Второй секрет – питание, которое разгоняет жизнь в теле. Не экзотика, а обычная тыква и тыквенные семечки. Горсть сырых семян утром – поддержка простаты. Это знали в деревнях, но забыли в городах, где все заменили быстрыми перекусами. Часто спрашивают, что делать вечером? Ответ прост – травяной настой, а не алкоголь. Рецепт – иван-чай, немного звероболя и щепоть мяты. Заварить, настоять 10 минут. Такой напиток снимает напряжение и помогает телу восстановиться ночью. Мужская сила уходит, когда мужчина живет в постоянном стрессе. Я всегда говорил, если голова не отдыхает, тело не работает. Народный прием – дыхание 4-6. Вдох на 4 счета, выдох на 6. 5 минут перед сном меняют многое. Отдельно скажу о движении. Не спортзал, а приседания, без фанатизма. 20-30 раз в день улучшают приток крови туда, где это особенно важно. Старые врачи называли это насосом мужской энергии. Грубо, но точно. Есть и простой утренний ритуал. Контрастное умывание низа живота. Теплая вода, прохладная, без экстремизма. Это сигнал сосудам просыпаться. Делайте регулярно, а не от случая к случаю. Именно в этом весь смысл. И главное, о чем редко говорят, сила возвращается, когда мужчина перестает стыдиться темы. Поддержка партнерши, спокойный разговор и понимание мощнее любых средств. В следующей части я расскажу о продукте, который считали стыдным. А зря. Есть продукт, который десятилетиями недооценивали. Обычный чеснок. Не в капсулах, а живой. Один зубчик вечером с теплой пищей улучшает эластичность сосудов. Старые врачи говорили, где течет кровь, там есть сила. Главное – регулярность, а не разовый прием. Многие не знают, что мужская энергия напрямую связана с печенью. Когда она перегружена, сила уходит первой. Народный способ мягкой поддержки – отвар овса. Стакан зерен на литр воды, томить 30 минут. Пьют курсом, и организм сам начинает работать чище. Я всегда подчеркивал, поздние ужины – тихий враг. Ночью тело должно восстанавливаться, а не переваривать. Лучший вечерний вариант – творог с ложкой меда. Это питание для гормональной системы, о котором говорили еще сельские фельдшеры. Есть простая истина. Мужская сила не любит спешки. Даже прием пищи должен быть спокойным. Когда мужчина ест на бегу, сосуды сжимаются. Поэтому совет старой школы – есть сидя, без телефона, минимум 15 минут. Это кажется мелочью, но эффект накапливается. Отдельно скажу о травах. Корень имбиря – доступное средство для тонуса. Ломтик в чай утром запускает обмен веществ. Но важно помнить, ни больше, ни чаще, ни для рекордов. Народная медицина всегда строилась на мере, а не на крайностях. Частая ошибка – ожидание мгновенного результата.
Мужская сила восстанавливается как доверие, шаг за шагом. Я видел, как через 3-4 недели простых действий менялась осанка, взгляд, уверенность. Это не магия, это возвращение нормального ритма жизни. Женщина в этом процессе не наблюдатель. Спокойствие в доме, отсутствие давления и насмешек усиливают эффект в разы. Старые урологи говорили, где нет страха, там есть сила. Поддержка партнерши работает лучше любых слов. Важно помнить и о воде. Обезвоживание сгущает кровь, а значит, снижает возможности организма. Простой прием – пить по нескольку глотков каждый час. Не залпом, а постепенно. Так тело получает сигнал стабильности, а не перегрузки. И еще один момент, о котором редко говорят вслух. Сила – это не возраст, а состояние сосудов и нервов. Их можно поддерживать годами, если не игнорировать сигналы. Народные средства работают тогда, когда становятся частью жизни, а не экспериментом. Благодарю вас за просмотр до конца. Если тема оказалась полезной, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал «Доктор Здоровья». Здесь мы говорим о важном спокойно и честно. Ваше внимание – лучшая поддержка канала.